Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Это на главной странице. Вы увидите, сверху написан плейлисты. Вы заглядываете, да, проваливаетесь в эту папочку, выбираете нужное вам видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы поставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы буквально недавно работали. Новички, кто еще не видел, не знает, смотрите, называются ниточки Нака Мохер Деликат. Смотрим в состав, что здесь в составе. 5% мохер, 10% шерсть и 85% премиальный акрил. Идем дальше. Цвет, чтобы я не забыла, сразу вам сказала. Цвет, смотрите, номер 1292, то есть 1292. В принципе, на камеру передается точно так же, какой он есть на самом деле. Далее смотрим. Крючок нам здесь советуют 4, да, потому что ниточка, конечно, тоненькая, но смотрите, здесь вот эти вот ворсиночки, они, когда берете маленький крючок, они цепляются и мешают вязать. Ну, особенно новичкам. Опытные мастерицы, конечно, вяжут спокойно данной пряжей. Но я работала с данной пряжей крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. Вот крючок номер 3. И я буду вязать крючком номер 3. А вы подбирайте для себя. Не обязательно брать такую же пряжу. Берите свою, любую пряжу, какая у вас есть. Вы просто повторяете узорчик. Угу. Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прилагаю. Она немножко мутноватая, но какая есть. Вы знаете, да, если схемка хорошего качества, если она есть, я ее всегда прилагаю. Если качество плохое, либо схемки у меня нету, то, конечно, и прилагать нечего. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, вот видите, такая ниточка, она не сильно пушистая, но пушистая, поэтому будьте внимательны, когда будете вязать. Изначально просчитывайте количество петель, количество столбиков, потому что если вы ошибетесь, то распустить будет сложно. Можно, но сложно. Итак, раппорт нашего узорчика сегодняшнего 8 петелек. Я наберу 40 петелек и одну дополнительную, чтобы красиво узорчик закончился. Вы смотрите, как вам удобно, набирайте. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. И сейчас я настоятельно рекомендую новичкам, у меня на канале много новичков, да, чтобы в дальнейшем не запутались в воздушных петельках, давайте сделаем вспомогательный ряд дополнительный из столбиков с накидом. Далее нам просто столбики очень помогут. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. Следующую петельку опять нырнули, провязали столбик с накидом. Так мы будем шагать в каждую петельку цепочки, провязывать столбики с накидом. И количество столбиков у вас должно быть равно количеству петелек. Если я набирала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. А вы у себя смотрите, сколько у вас, больше или меньше, или, да, петелек вы набрали. Не забывайте, что вот эти вот 3 петельки подъема, самые первые, это имитация столбика с накидом, мы тоже считаем как столбик. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я сейчас провязала. И вот так вот я шагаю до конца ряда, чтобы у меня получился 41 столбик с накидом. Понятно? Давайте. И вы точно так же делаете, а в конце ряда мы с вами встречаемся. Так, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь мы с большой уверенностью можем приступать непосредственно к самому узорчику. Итак, воздушная петелька, поворот, и сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика мы ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Теперь будьте внимательны. Смотрите, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. 4-й столбик ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид. Сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп.
накид, сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И у нас на крючке 4 петельки. Теперь мы их все вместе провязываем и обязательно фиксируем. У нас получился вот такой вот пышный столбик. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И точно такой же пышный столбик делаем еще раз сюда же, в этот же столбик. Раз, провязали, стоп. 2, провязали, стоп. 3, провязали, стоп. 4 петельки на крючке, вместе их провязали, зафиксировали. У нас получилась вот такая вот рогаточка, да, назовем ее, и состоящая из таких вот столбиков. Провязанных 3 столбика, провязанных с одной верхушкой. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Вот. Понятно, да? Далее идет повторение. 2 воздушные петельки. Раз, два. 3 столбика пропустили. Раз, два, три. В 4 делаем опять 3 столбика с одной верхушкой. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 3. И вот, когда у нас 4 петельки на крючке, провязываем вместе. Раз. И зафиксировали. 3 воздушные петельки. И точно так же еще раз. Такой же сделаем пышный столбик. Раз. 2. 3. И когда у нас 4 петельки на крючке, провязали вместе и обязательно зафиксировали. Все, 2 воздушные петельки. Опять пропустили 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 провязываем столбик без накида. То есть все, вот это наш первый ряд. Столбик без накида, вот такая вот рогаточка пышная, да? Столбик без накида, пышная рогаточка. Столбик без накида, пышная рогаточка и так далее до конца ряда, сколько у вас здесь столбиков. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд с нашими такими пышными, да, рогаточками практически готов. Как мы заканчиваем ряд? Вот наша рогаточка, так. Опять сделаем 2 воздушные петельки, пропускаем 3 столбика, раз, два, три. И вот наши 3 петельки подъема, в 3-ю петельку ныряем, провязываем столбик без накида. Все, вот наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот. Далее 2 петельки воздушные по узорчику, раз, два. Итого получается у нас 5 воздушных петелек. Далее смотрите, что мы делаем. Накид. Мы ныряем вот в эту арочку, которую мы сделали, да, между столбиками вот этими. В арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, еще раз, 2 петельки, стоп, накид, еще раз, 2 петельки, стоп. Опять у нас 4 петельки на крючке, и мы их провязываем вместе, так, и обязательно зафиксировать. Есть. Далее смотрите внимательно. Мы провязываем одну воздушную петельку, теперь будем делать пико. Раз, два, три. Петельки сделали. Возвращаемся к первоначальной нашей петельке. Вот она. Так. Ныряем в петельку и сразу же провязываем петельку на крючке. Еще одна воздушная петелька и делаем точно такой же столбик, получается 3 столбика с одной верхушечкой. Итак, накид, нырнули, 2 петельки, стоп, второй раз также, третий раз также. И когда 4 петельки на крючке, все вместе провязали. То есть у вас получается точно такая же, получается, пышная рогатка, да, но вместе с пико. Понятно? Далее смотрите, что делаем. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять будьте внимательны. Смотрите. Вот у нас получается арочка раз, арочка два. Помните, да? До столбика без накида и после столбика. Так вот, мы ныряем в первую арочку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Точно так же накид во вторую арочку ныряем, провязываем 2 петельки, стоп. И теперь все, получается, наши 3 петельки провязываем вместе. Видите? У нас как бы получилась такая вот арочка наоборот, да? Рогаточка наоборот. Опять делаем 2 воздушные петельки, раз, два. И повторяем точно такую же, получается, пышную рогаточку, вот, вместе с пико. Давайте еще раз. Накид, нырнули в арочку. Раз, накид, два, накид, 3. Все вместе, все 4 петельки провязали и обязательно зафиксировали. А далее, внимание, смотрите. Делаем одну воздушную петельку и как бы ее фиксируем пальчиком, да, что мы вернемся к ней. 3 петельки, раз, два, три. Вот к этой петельке опять возвращаемся, которую мы фиксировали, ныряем в нее и провязываем так вот раз вместе. Делаем такую вот как бы петельку, да, пико.
опять 1 воздушная петелька и заканчиваем нашу пышную рогаточку. Раз, два, три, 4 петельки на крючке, вместе провязали их и обязательно зафиксировали. Далее 2 воздушные петельки. Вот наш столбик без накида, помните, да, между нашими рогаточками. Ныряем в первую арочку, раз, ныряем накид во вторую арочку, 2, и 3 петельки вместе провязываем. Оп, понятно? Вот, вот такая вот красота получается. То есть получается, вы такие же пышные делаете здесь рогаточки, но в данном случае здесь будет пико. Все. А получается, арочки, которые между рогаточками, вы вот таким вот образом делаете перевернутую рогаточку. Понятно? Надеюсь, понятно. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши пышные рогаточки с пико практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? После последних, получается, наши пышные рогаточки сделали 2 воздушные петельки. И вот у нас здесь был столбик без накида. Мы делаем накид и провязываем в этот столбик с накидом. То есть заканчиваем точно так же, как и начинали. Все, ряд закончен. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Так, далее. Повторяйте. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И мы полностью перескакиваем все вот эти вот наши, получается, рогаточки с пико и переключаемся вот на эту вот перевернутую рогаточку. Понятно? И сюда, в эту рогаточку, мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. И сюда же 5. Вот, видите? У нас получается вот такой вот веерочек. То есть здесь в самом начале, вот в начале ряда, у нас как бы пол веерочка, да, мы сделали всего лишь 3 столбика. Мы сделали 2 столбика и 3 петельки подъема. То есть получается 3 петельки подъема, это имитация столбика, 3 столбика. Так, далее 3 воздушные петельки и вот такой вот веерочек. И опять точно так же 3 воздушные петельки. Опять перепрыгиваем полностью через наши рогаточки с пико и переключаемся вот на эту перевернутую рогаточку. Беремся за верхушку, да, общую верхушку 2 столбиков. И опять провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Понятно? И так далее. То есть данный ряд у вас состоит из, получается, веерочков и 3 воздушные петельки. Веерочек, 3 воздушные петельки, веерочек, 3 воздушные петельки и до конца ряда. Договорились? Давайте. Встречаю вас в конце ряда. Итак, смотрите, вот мы провязали полностью наш ряд веерочки, 3 воздушные петельки, веерочки, 3 воздушные петельки. Пока эта картина выглядит вот так. И закончили мы ряд, получается, в последний столбик, да, я провязала всего лишь только 3 столбика, точно так же, как и в самом начале. Далее будет очень легкий и простой ряд. Смотрите, 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот. И теперь вы смотрите, там, где у нас столбик, да, мы провязываем столбик с накидом за верхушку. Там, где у нас столбик с накидом за верхушку. Там, где у нас 3 воздушные петельки, мы вот в эту арочку ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. В предыдущих видео я показывала, что если у вас есть возможность зрения, да, крючок нитки, то вы можете нырять не просто в арочку, а в каждую петельку. Так будет намного аккуратнее. Далее, смотрите, у нас тут 5 столбиков с накидом. И мы их провязываем просто столбиками с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Поняли принцип, да? Там, где у нас 3 воздушные петельки, у нас будет всего лишь только 3 столбика. Раз, два, 3. Там, где у нас 5 столбиков, будет 5 столбиков. Поняли, да? И у вас, получается, весь ряд будет состоять из столбиков с накидом. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали целый ряд столбиками с накидом. А далее, получается, смотрите, по схемке, да, по узорчику, мы будем повторять вот с самого нашего первого ряда. Там, где у нас начинаются пышные наши вот эти рогаточки. То есть мы точно так же опять делаем воздушную петельку, поворот. И в этот же столбик делаем столбик без накида. А далее, вспоминайте, 2 воздушные петельки, так, накид,
3 столбика пропускаем. Раз, два, три. В 4 ныряем и начинаем провязывать нашу пышную рогаточку. Да, так мы ее назовем. 2, 3. Все вместе. Провязали, зафиксировали. Здесь мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же. Раз, два, три. 4 петельки провязываем вместе. Обязательно зафиксируйте. 2 воздушные петельки и опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. 4 столбик без накида. Поняли, да? То есть дальше у нас идет просто-напросто повторение. То есть ваш узорчик получается вместе вот с этим первоначальными, да, рядом мы посчитаем его 1, 2, 3 и потом 4, так, 5. И дальше повторяйте опять заново. То есть у нас 5, он как первый, да, видите, столбики, столбики. И опять у нас получается пышная рогатка, веерочек, столбики, пышная рогатка, веерочек, столбики и так далее. Давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков, да, посмотрим, что у нас в итоге получается. Получится очень красиво, очень просто, но необычно. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. И я здесь немножечко решила как бы узорчик скорректировать. То есть жду ваших комментариев, нравится или нет. Смотрите, вот здесь, когда мы делаем пико, да, они получаются у нас вот так бы, ну, в свободном плавании. Я просто думаю, вот именно из практической точки зрения, не будут ли они мешать. Хотя, в принципе, может быть, и не будут, да. Вот, то есть как бы не будут ли загибаться и так далее, там топорщиться, да. Поэтому я, смотрите, в последнем, скажем, варианте, да, то есть у меня как бы 3 вертикальных раппорта. Раз, два, три. И в последнем, в третьем, тогда, где я провязывала полностью столбики, да, то я, получается, захватывала арочку и захватывала как раз это пико, видите? То есть опять столбики, столбики. И я сделала не 3 столбика, а получается столбик, потом столбик в пико и столбик. Поняли? То есть я как бы зафиксировала пико. Вот скажите, пожалуйста, с практической точки зрения, это же правильно так, да? Или все-таки оставить вот так, как есть? То есть смотрите, пробуйте из своих ниточек. Возможно, ваши ниточки будут, может быть, поплотнее. Там, да? У меня ниточки такие нежные, легенькие. И я вот подумала, не будет ли это пико деформировать узорчик. Вот, хотя по схемке пико не фиксируется. Вот, ну, необычно вашу копилочку узоров, скажите, да? Давайте замерим. Итак, если же это же пряжа, это же крючок, это же плотность вязания, да? То есть, ну, вот сколько, допустим, это будет в сантиметрах. 41 воздушная петелька в данном узорчике это аж 22 сантиметра. Здорово? Здорово. И тут получается у нас раз, два, три рядочка, потом 4 и повторяется опять, да? Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, получается 12, это 13 ряд. 13 рядочков. Смотрим, это у нас, ну, 14 сантиметров с небольшим, так скажем, запасом, да? 14 сантиметров. В силу того, что воздушных петелек много, узорчик очень хорошо тянется. Так? В принципе, необычно, да? Как бы я вот не встречала таких узорчиков. Возможно, вы встречали. Кто встречал, кто вязал, рассказывайте, что вязали, возможно, в каком изделии видели. Я, конечно, вижу из данных ниточек это что? Это палантинчик, это топик, это кофточка, кардиганчик, да? Если летний вариант ниточек, естественно, это летняя вещь, да? Возможно, это будет как бы один из элементов, да, в кофточке, карманчик, там в кардиганчике. Возможно, это будет один из элементов, так скажем, если будет юбочка, да, какая-то вот именно из разных узорчиков сделана. Интересно? Тоже интересно. Я жду ваших комментариев, куда можно данный узорчик применить. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. И нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. А также делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на плюсик, чтобы сохранить в своих плейлистах и посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.